Звенящая тишина давила на уши пожилого мужчины. Это было настолько непривычно, что, казалось, придавливало его своей тяжестью к полу, делая слабым и беспомощным. Степан всегда был в людском окружении. Сначала ребенком он рос в многодетной семье, а потом Бог ему дал четверых детей, которые не давали скучать. Ну а уж до пенсии пришлось дорабатывать завхозом в школе, тут целый день голова кругом от детского смеха и суеты. И вот теперь он один, жена и та ушла до соседки и пропала на 2 часа, оставив его в полной власти гнетущей тишины. Казалось, он физически не способен бороться с этим, испытывая чуть ли не боль где-то в груди. Ощущение ненужности и бесполезности безжалостно давило этого деятельного человека. Неужели теперь он совсем никому не нужен? Неужели в целом мире никто и не заметит, если его вдруг не станет? «Степа!» В сенях раздался голос жены. «Ты опять там тоскуешь, сидишь? Шел бы лучше на двор. Такая погода, стоит последние теплые деньки, а потом уже долго не погреться будет». Мужчина взглянул на свою постаревшую жену и улыбнулся. А ведь когда-то первой красавицей была, а сейчас горбленная сухая старушка, но все с такими же добрыми, хотя и поблекшими глазами. Он встал со своего места и вдруг обнял ее. «Ты чего это?» Изумилась Аглая, не привыкшая к частым проявлениям любви и нежности со стороны мужа. «Да ничего, захотелось просто обнять тебя, старую, кроме меня, кто ж тебя еще приласкает, а?» Попытался пошутить он. Аглая разулыбалась. «Да иди ты, черт старый, уже вон голова вся белая, обниматься лезет». Было видно, что женщине приятно внимание мужа, а все это ворчание лишь напускное. «Ладно, ладно, пойду я, мать, и в самом деле прогуляюсь, что дома-то сидеть горевать, от этого крылья не вырастут». «Иди, иди», глядя вслед уходящему мужу, поддержала его идею Аглая. Тяжело ей было смотреть, как муж переживает выход на пенсию, а сознание наступившей старости душило его. На природе и правда становилось легче. Степан подставил свое извращенное морщинами лицо ласковому теплому ветерку. Хорошо-то как, Господи, а разве может быть где-то лучше? Даже в самом раю такого места не сыскать, думал про себя мужчина. Проходя по ровному, как стол полю, вдруг его внимание привлек чей-то крик. Кто-то крупный отчаянно кричал, а ему с небес отвечал журавлиный клин, стремившись куда-то в далекие страны. Но внимание Степана сейчас привлекали не они, а тот, кто так жалобно прощался с ними. Подойдя ближе, Степан увидел крупного аиста, крыло его явно было обездвижено. Он пока не понимал, возможно, когда-то лисица решила попытать удачу, напав на такую крупную птицу, а может быть, и без человека не обошлось. Но в любом случае сейчас это было не столь важно, главное было понять, как помочь аисту пережить суровую зиму. Теперь у Степана было занятие, словно на работу, он исправно ходил кормить найденного аиста. Птица постепенно привыкала к человеку, тем более, что другого выхода у нее и не было. Не выжить ей было в одиночестве и без неба, и вот Степан наконец решился. Он взял на руки еще не до конца прирученную птицу. Он мог ожидать чего угодно, удара мощным клювом или отпора здоровым крылом, но птица повела себя иначе. Она просто положила голову под крыло, полностью доверившись человеку. Да, молодой еще, видать, совсем, думал про себя старик, неся своего нового жильца домой. «Хей, угораздило ж тебя так, ой-ой-ой, как жалко, жалко, но ничего, ничего, милый, мы с тобой еще поживем», словно подбадривая травмированную птицу, приговаривал он. Всю зиму аист прожил в сенях у Степана и его жены. Женщина не особо была рада такому квартиранту, но, видя, как загорелся огонь в глазах ее мужа, смирилась, поняла, что может быть ему это даже нужнее, чем аисту. Теперь он снова чувствует себя нужным, получив такую ответственность за жизнь живого существа. А весной Степан соорудил для аиста гнездо на крыше. Птица сама поправляла ветки, которые человек по своему незнанию и неумению укладывал неправильно. А вскоре с юга потянулся длинный клин аистов. Птицы снова возвращались в свои излюбленные места. Они, несомненно, видели гнездо нашей птицы, но чаще просто пролетали мимо, иногда будто здороваясь, бросая свой клич с небес. И тогда раненая птица тут же вскакивала на ноги, расправляла здоровое крыло. Казалось, еще чуть-чуть, и она бросится вниз с крыши, чтобы еще раз либо же прочувствовать небо под собою, или уже разбиться насмерть. Но в последний момент разум все же брал верх.
и аист снова возвращался в свое гнездо. Как выяснилось позже, прирученный аист оказался девочкой. В этом помогла разобраться приехавшая как-то погостить внучка, которая училась на орнитолога. И вот на второй год жизни на крыше к нашей девочке вдруг прилетел белоснежный друг. Аглая тут же назвала его красавчиком, так это имя к нему и пристало. Красавчик не подпускал к себе людей, но с нашей раненой красоткой вскоре в гнезде появились яйца, а там уже и потомство. Красавчику приходилось одному заботиться о том, чтобы прокормить появившихся на свет аистят. Да, тяжело ему было, но и Степан не оставлял свою пернатую подругу. То и дело оставляя еду на крыше, как только красавчик улетал по своим делам. Местные удивлялись такой любви этих белых красивых птиц. Назвать это просто инстинктом или привязанностью язык не поворачивался даже у самых прожженных циников. Сердце разрывалось, глядя, как осенью им приходилось расставаться. Красавчик долго кружил над избой Степана, крича своей любимой с небес, что обязательно вернется. Главное, чтобы она дождалась его. Вставшие на крыло птенцы вслед за отцом улетали в далекие края, оставляя мать зимовать в одиночестве. Однако весной снова радость возвращалась в этот дом вместе с белоснежной птицей, и снова на свет появлялись новые жизни, даря радость не только родителям, но и людям, живущим под этой крышей. Почти 17 лет длилась эта история любви и верности. Степан с женой уж совсем превратились в дряхлых старичков, но все так же по-прежнему в их глазах вспыхивала любовь, когда они снова и снова видели, как белоснежные птицы, будто пара ангелов, трутся головами друг от друга, желая высказать, что, несмотря ни на увечья и ни на расстояние, любовь всегда будет жить в их сердцах до самого последнего стука.